Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания! Я всегда знала, как правильно. Как жить, как готовить, как вести дом, как воспитывать невестку, как варить кофе, резать лук, складывать полотенца, выбирать занавески, гладить рубашки, воспитывать внука, выбирать мясо на рынке, определять свежесть рыбы и вообще, как дышать, если уж на то пошло. Меня зовут Марта, мне 60. Я бывшая доярка, бывший мастер цеха, бывший заместитель директора, бывший директор сырного завода. Каждая бывший – это медаль. Не из тех, что вешают на грудь и забывают, а из тех, что врастают в позвоночник и не дают горбиться. Я свекровь. Это не должность, это призвание, это состояние души. Это когда ты знаешь, что без тебя все рухнет, и что самое обидное, ты права. Моя невестка Агния тихая, мягкая, из тех, кто извиняется, когда ей наступают на ногу в автобусе. 6 лет я ее воспитывала. Терпеливо, методично, как брошенного щенка. Не ругаю, учу. Не критикую, направляю. Ну, во всяком случае, я так это видела. Агния, вероятно, видела это иначе, но она молчала. А молчание, как я считала, значит согласие. В тот день все началось с кофе. Кофе – это не напиток, это тест. На характер, на пригодность к жизни. Агния варила кофе каждое утро. И каждое утро что-то было не так. То густой, то жидкий, то слишком горячий, то недостаточно горячий, то чашка не та, то ложка не та, то молоко не подогрето. Я не критикую, нет, я помогаю. В то утро кофе был как извинение, жидкий, теплый, в чашке с отколотым краем. Я посмотрела на чашку, потом на Агнию, потом снова на чашку. «Агния», — сказала я спокойно, — «это кофе?» «Да», — сказала Агния. «Ты уверена?» «Да». «А я нет. Это не кофе. Это попытка. Слабая, вялая, безвольная попытка сделать кофе, предпринятая человеком, который не понимает, что кофе – это не вода, подкрашенная сожалением». Агния молчала, сын тоже. Сын всегда молчал. Все 6 лет. «Без меня, — сказала я, — вы сдохнете с голоду. Не от голода, а именно с голоду. Потому что голод – это когда нет еды. А у вас еда есть. Только есть ее невозможно». Я подошла к зеркальному шкафу в коридоре. Шкаф был старый, еще от матери достался. Дубовый, с треснувшим зеркалом, который я давно собиралась заменить, но все некогда. Некогда, потому что без меня все рухнет. И ударила кулаком по шкафу. Не сильно, не от злости, от усталости. От 40 лет усталости знать, как правильно, и не иметь рядом никого, кто бы хоть раз сказал: «Да, Марта, ты права, сделаем, как ты говоришь». Зеркало треснуло. Осколок, длинный треугольный, упал мне в ладонь. Острый и холодный. Я дотронулась до него, и мир вывернулся. Не потемнел, не закрутился, как в кино, а именно вывернулся, как наволочка, как перчатка, как карман. Пол стал потолком, потолок полом, и я провалилась. Первое, что я почувствовала, запах. Не городской. Навоз, лаванда, дым, что-то кислое и еще сыр, настоящий, не из магазина. Потом холод, глиняный пол под щекой, грубая ткань, серый платок на голове. Я открыла глаза. Низкий потолок, балки, почерневшие от дыма, стены каменные, печь огромная в углу, с трещиной на боку, а из трещины кашель. Кашель? Не простуженный, не болезненный, деловой. Так кашляют от присутствия, когда хотят сказать: «Я тут, и у меня есть мнение». Я села. Голова тяжелая, тело чужое, руки молодые, но мозолистые,
с обломанными ногтями. Грудь тоже чужая, меньше, ноги длиннее, талия тоньше. Но измотанное, все тело как выжатая губка. Я посмотрела на свои руки, на ноги, потом на платье, грубое, с пятном на подоле. «Это сон», — сказала я вслух. «Очевидно же». «Очевидно», — сказал голос из-за печки. «Только сны обычно не пахнут навозом. Значит, либо не сон, либо у тебя, пардон, богатая фантазия». Я повернулась. Из-за печки, из щели, из трещины, из какого-то невозможного пространства выглядывал кто-то. Маленький, с локоть, лохматый, темный, с глазами, как два уголька, нос картошкой, уши, как у летучей мыши, рот широкий, подвижный, и все лицо в морщинах, как сушеное яблоко. «Привет», — сказал он. «Ну, здравствуй, проходи, располагайся. Место, правда, не очень, но выбирать не приходится. Зеркало не такси, не вызовешь куда хочешь». «Ты кто?» — спросила я. «Я Жак, домовой, 300 лет на этой ферме. Видел революции, эпидемии, 2 пожара, одну женщину, которая научилась молчать, и бесконечное множество женщин, которые не научились. Ты, я так понимаю, из последних». «Я Марта», — сказала я. «Марта», — повторил Жак. 21 век, надо полагать?» «Да». «Ну, тогда добро пожаловать в 19-й. Лангедок, Франция. Ты в теле Клары Лефевр. 27 лет, замужем. Муж на войне, свекровь в соседней комнате. Козы голодные, корова недоена. Еда, я тут. Ну, это, в общем, все, что я могу тебе предложить». Я молчала. Жак подождал, потом сказал: «Ты бледная. Ну, это нормально, первая реакция, шок. Вторая — отрицание, третья будет попытка сбежать. Четвертое — понимание, что бежать некуда. Пятое — завтрак. Я бы рекомендовал ускорить процесс и сразу перейти к завтраку. Козы не терпят». «Я не понимаю», — сказала я. «Это 4-я стадия. Беги. Тело молодое, ноги длинные. Но долги останутся на месте, и корова голодная. Беги, и через месяц банк заберет все. И ты останешься в чужом теле без денег, без паспорта и без понятия, как жить. Я бы подумал». Я подумала, и тут дверь открылась. В дверях стояла женщина. Высокая, сухая, прямая, как палка. Седые волосы, собранные в тугой узел, лицо жесткое, обветренное, с глубокими морщинами вокруг рта. Морщинами, которые идут не от смеха, а от привычки поджимать губы. Глаза серые, холодные, оценивающие. Взгляд сверху вниз. Она смотрела на меня, я смотрела на нее. И мир остановился, буквально. Воздух замер, печь перестала трещать. Даже Жак замолчал. Потому что я узнала ее. Ни лицо, ни платье, ни прическу, ни эпоху. Интонацию, манеру. Взгляд сверху вниз, поджатые губы, оценивающий прищур. Эту абсолютную, непоколебимую, железобетонную уверенность в том, что она знает, что ее слово — закон, что ее мнение единственно верное, что без нее все рухнет. Это была я. «Клара», — сказала она, — «корова недоена, каша пригорела, а ты опять спишь? Я всю жизнь вставала в 4, а ты неженка и бездельница. Без меня эта ферма пропадет». Я открыла рот, закрыла, снова открыла. «Ну», — сказала она, — «что молчишь? Опять будешь стоять и смотреть, как корова страдает? Корова не картина, на нее не смотрят, ее доят. Давай, живо!» Она развернулась и вышла, хлопнула дверью. Дверь тяжелая, дубовая, и от хлопка с потолка посыпалась пыль. Я стояла. Жак молчал секунду, две. «Узнаешь?» — сказал он наконец. «Да», — сказала я. «Ну, тогда, значит, зеркало свою работу выполнило. Добро пожаловать по ту сторону, Марта.
как тебе?» Я не ответила, потому что впервые в жизни мне было нечего сказать. «Элоиза Лефевр», — сказал Жак. «Свекровь Клары, твоя свекровь. 63 года, на ферме 40 лет. Контролирует все, что готовить, как доить, когда вставать, что носить и как говорить с соседями. Каждый шаг Клары под надзором, каждое решение через Элоизу. Ты тоже свою невестку так все 6 лет?» «Да», — сказала я. «Ну вот, а теперь ты Клара, а Элоиза, как ты в 21 веке. Симметрия, Марта. Зеркало любит симметрию». Я села на пол, просто села. Ноги не держали. Не от слабости, а от ясности. От такой ясности, когда все вокруг становится слишком понятным, и хочется непонимания обратно. «Эй!» — сказал Жак. «Не раскисай! Ты не из тех, кто раскисает. Это я уже вижу. Ты из тех, кто сначала сядет на пол, потом встанет, потом поматерится, а потом сделает. Давай по порядку. Сначала матерись». «Я не матерюсь», — сказала я. «Ну, можешь начать. Сейчас самое время». Ее звали Жозефина. Крупная, бурая, с белым пятном на боку. Она стояла в хлеву, пахнущем так, что у меня в чужом теле заслезились глаза. Не от эмоций, а от аммиака. Жозефина смотрела на меня, а я на нее. «Ну», — сказал я, — «давай». Я доярка. Это первое, что я умею. Я доила коров с 14 лет, руками. Доильные аппараты появились позже. Я знаю корову, знаю, как подойти, как сесть, как доить. Я знаю, что корова чувствует руки, что она либо дается, либо нет. Что она расслабляется или напрягается, в зависимости от того, кто к ней прикоснулся. Я села на табурет, низкий, трехногий, поставила ведро, протянула руки. Жозефина переступила, посмотрела, не легнула, не шарахнулась, приняла. Я начала доить. Ритмично, ровно. Пар от вымени в холодный воздух хлева, струйки в ведро, звук глухой, мягкий, правильный. Жозефина замычала. Тихо, удовлетворенно. Жак сидел на балке. Я не видела, как он туда забрался. «Ну надо же», — сказал он. «Ты корову доешь, как генерал. Жозефина под впечатлением. Она тут с позапрошлого года ждет человека, который не будет извиняться перед выменем. Клара извинялась. Перед выменем, перед коровой, перед ведром, перед всем миром». Я молчала и доила. Закончила. Ведро полное. Жозефина спокойно стояла, не дергалась. «Жозефина», — сказала ей, — «ты хорошая корова». Жозефина посмотрела и отвернулась, как будто сказала: «Я знаю, и что дальше?» «Жак», — сказала я, — «давай рассказывай, все. Ферма, долги, козы, Элоиза, что есть, чего нет, что можно, что нельзя. И давай как-нибудь без сарказма, ну хотя бы первые 5 минут». 5 минут без сарказма? Это как попросить ветер не дуть. Но я попробую. Только не 5 минут, а 3. Я не железный. Он слез с балки, уселся на край ведра. Ферма Лефевров. 22 гектара. Оливковая роща 5 гектаров. Запущена. Виноградник 3 одичал. Пастбище 10 заросло. Но козы еще ходят. Сад полгектара, яблоки и инжир. Сыроварня отдельно в углу двора. Печь цела, но не топят. Года 2. Долг нотариусу и банку. Сумма большая. Срок 6 месяцев. Не выплатите, ферма уйдет за долги. «Сколько?» В ваших деньгах 1040. А в наших не важно. Важно, что 6 месяцев. «А козы?» Их 12. 3 в плохом состоянии, но живые. Клара не доила совсем. Козы гуляли сами по себе, как философы. Ели, что найдут. Думали, ну, о чем там думают козы. «А муж?» Реми на войне. Не пиши ему. Он не стоит чернил. Но это мое мнение, а ты сама решай. «А свекровь?» Элоиза. Она не злодей, Марта, она уставшая. 40 лет на ферме. Муж умер, сын на войне. Ферма тонет, а она держит как может. Держит, командуя, потому что не умеет иначе.
Я так подозреваю, как одна знакомая мне дама из 21 века. Ты же сказал без сарказма. Это не сарказм, это наблюдение. Сарказм будет позже, не торопи меня. Жак, а как мне вернуться? Зеркало вернет, когда ты закончишь. Что закончу? Не знаю. Оно не объясняет. Оно меняет, а потом ждет, когда обе стороны дорастут или не дорастут. Бывает, что не дорастают, тогда остаются. Я видел дважды. Одна осталась навсегда. Прожила чужую жизнь. Неплохо, кстати, но чужую. А вторая? А вторая сошла с ума. Но это редкость, ты не похожа на сумасшедшую. Ты похожа на генерала. Генералы не сходят с ума, они наступают. Я встала, выпрямилась. Чужое тело слушалось, молодое, гибкое. «Значит, — сказала я, — наступаем». Жак посмотрел, потом улыбнулся. «Ну, наконец-то! А то я уже 3 года жду, когда кто-нибудь скажет «наступаем». Клара говорила, может, не надо. Элоиза, я сама, а ты наступаем. Все-таки дождался». Завтрак. Я варила кашу. Не Клариным способом поставить и забыть. Моим. Гречневая на воде со щепоткой соли. Кашу я варю с 14 лет. Элоиза сидела за столом, смотрела. «Ты кашу варишь по-другому», — сказала она. «Да», — сказала я. «С чего это вдруг?» «Решила по-другому». «Решила?» Элоиза поджала губы. «Ты решила? Ты, которая кашу жечь могла без моего присмотра, и вдруг решила?» Я не ответила. Налила, поставила, Элоиза попробовала. Жевала медленно, лицо непроницаемое. «Нормально», — сказала она. От Элоизы «нормально» было максимум. Она не говорила «хорошо». Она говорила нормально, терпимо, не испортила. Это ее Оскар, ее Нобелевская премия. Жак сидел под столом, я чувствовала его. Он не молчал, но сидел тихо. Для него тихо. Она сказала «нормально, Марта». Это исторический момент. Я бы записал, если бы умел. Элоиза Лефевр сказала «нормально» о чужой каше. Я ела, молчала. Каша была нормальной, действительно. «После завтрака, — сказала Элоиза, — огород, сорняки. Пасти коз, проверить сыроварню. И не вздумай лениться, я вижу. Я всегда вижу». Она встала, вышла, хлопнула дверью. Жак вылез из-под стола. «Ну как?» — спросил он. «Что как?» «Как быть на другой стороне? Как тебе быть невесткой?» Я подумала, взяла ложку. «Мерзко», — сказала я. «Вот видишь, вот именно. А теперь представь, Агния, каждый день, 6 лет. Каждый кофе, каждую кашу. Каждый хлопок двери и молчание. Ее, твоего сына, всего дома. Зеркало — честная штука, Марта. Оно не наказывает, оно показывает. Ты теперь видишь. Вопрос, что будешь делать с тем, что видишь?» «Работать», — сказала я. «Что же еще?» «Вот», — сказал Жак, — «это правильный ответ. Только работай не против Элоизы, а рядом. Это сложнее. Против легко, а рядом ад». Я обходила хозяйство. 22 гектара. По меркам Лангедока XIX века ферма, которая могла бы кормить семью и продавать излишки, если бы ею занимались. Огород зарос, сорняки по пояс, но помидоры, тыква, лук-порей, фасоль – все живое, забытое, но живое, как Клара. Виноградник одичал, лоза вьется, как ей вздумается. Грозди мелкие, кислые, но виноград можно на вино, плохое, но можно. Оливковая роща, деревья старые, корявые, не обрезаны года 3. Ну, оливки есть, мелкие, но есть, можно масло давить. Сыроварня стояла отдельно. Каменное здание в углу двора. Внутри печь, большая, каменная. Формы деревянные, просушенные, не гнилые. Пресс ручной винтовой, ржавый, но рабочий. Стеллажи пустые, температура правильная, стены толстые, прохладные. Это хороший погреб, правильная сыроварня.
Старая хозяйка знала, что делала. Козы 12. Я обошла стадо. 3 в плохом состоянии, тощие, с тусклой шерстью. Остальные ничего, пугливые, Клара их не приручила. Козы ее не знали. Или знали и не уважали. У коз бывает. Коза не корова. Корова терпит, коза оценивает. Жак сидел на заборе. «Ну», — сказал он, — «каков диагноз?» «Живая», — сказал я. «Запущенная ферма, но живая». «И?» «Начнем». «С чего?» «С сыроварни. Это единственное, что я знаю лучше всех в этом веке. Сыр. 30 лет, 2 завода, 200 человек, государственные премии. Если я не подниму эту ферму с помощью сыра, то не подниму никак». Жак кивнул. «Хорошо, но есть одно условие». «Условие? Ты домовой, ты не можешь ставить условия». «Мне 300 лет на этой ферме. Это мой дом. Ты гостья, пусть и долгосрочная. Поэтому условие. Одно простое». «Какое?» «Не командуй Элоизой. Не воспитывай, не поправляй, не критикуй. Просто работай рядом, молча. Она увидит, она не дура. Она усталая. Это разные вещи. Дурой нужно командовать, а уставшей нужно, чтобы рядом кто-то работал. Понимаешь?» Я понимала. Мне не нравилось, но я понимала. 300 лет», — сказал Жак. «Я наблюдаю за людьми. И знаешь, что понял? Те, кто командуют громче всех, всегда самые одинокие. Те, кто молчит, всегда самые нужные. А те, кто спрашивает, те живут дольше всех. Ты будешь спрашивать?» «Нет», — сказала я. «Будешь. Или зеркало не отпустит». 3 дня я готовила сыроварню. Чистила, мыла, топила печь. Осторожно, чтобы камень привык, не треснул. Чинила пресс, смазала винт салом, разобрала, собрала, протерла формы кипятком с уксусом, проверила стеллажи, развесила пучки лаванды и тимьяна для запаха и для антисептики. Элоиза наблюдала, молча, не помогала, не мешала, просто стояла у двери и смотрела. На 3-й день я начала доить коз. 12 коз. Утром и вечером. Тело Клары молодое, сильное, но непривычное к такой работе. Руки болели, на 3-й день привыкли. Жак помогал по-своему. 3-я коза слева, Жанетта. Она бьет копытом, если подходить справа. Она левша. Не спрашивай, козы тоже бывают левшами. 5-я Маргаритка. Не доится, если шумно. Тишина для нее закон. Если Элоиза начнет говорить громко, Маргаритка не отдаст молоко. 7-я безымянная. Клара не дала ей имя. Это плохо. Коза без имени, как человек без паспорта. Не доится нормально. Дай ей имя. Какое? Не знаю, ты директор, ты решай. Но не Марта. Одна Марта на ферме. Достаточно. Я назвала ее Бланка, белая, потому что она была белая с черными пятнами. Бланка посмотрела, приняла имя, доилась спокойно. Молоко козье жирное, густое, правильное молоко. Из него можно делать сыр. Хороший сыр. На 4-й день я поставила 1-й сыр. Процесс я знаю наизусть. Молоко нагреть, добавить сычужный фермент, подождать, разрезать сгусток, выложить в форму под пресс и выдерживать. Я работала, Жак сидел на полке, болтал ногами. «Лаванды добавляешь многовато», — сказал он. «Я 30 лет делаю сыр», — сказала я. «Ты 30 лет делала свой сыр, а это лангедок. Тут сыр должен пахнуть летом. Убери половину». Я остановилась, посмотрела на него, потом на лаванду. «Ты домовой», — сказала я, — «а не сыровар». «Я знаю тут каждую траву в радиусе 5 километров. И знаю, сколько лаванды будет достаточно. Этот сыр должен быть отсюда, из этого места, с этой лавандой, но с половиной». Я убрала половину, Жак кивнул. «Вот.
Вот это было спросить. Ты спросила, не приказала. Просила. Зеркало заметила, и я заметил. Сыр вышел. Через 2 месяца выдержка в погребе, на стеллажах, в прохладе. Но первый замес вышел правильным. Я знала по запаху, по цвету, потому как сыворотка отходила. Правильный сыр. Элайза пришла, молча, стояла в дверях, смотрела, как я работаю. Не помогала, но и не мешала. Когда сыр был в форме под прессом, она сказала: «Ты делаешь это не так, как делала моя свекровь». «Я знаю», — сказала я. «И не так, как делаю я». «Знаю». «А как?» «Как надо», — сказала я. «Не как свекровь, не как вы, а как надо, чтобы сыр был сыром». Элайза молчала долго, потом ушла. Безнормально, бестерпимо, просто ушла. Жак выглянул из-за печки. Она думает. Это опасно для нее, потому что когда она додумает, ей придется признать, что ты права, а правота чужого для Лоизы как кость в горле. Но она проглотит, потому что честная. Злая, но честная, как ты, Маргарита. Только ты еще не знала, что злая. Теперь знаешь. Зеркалу спасибо скажи. За холмом была соседняя ферма Антуана Дюваля. Она была больше, богаче, 28 гектаров, 6 коров, 20 коз, 3 работника. Антуан был прагматиком, не злой, деловой. Злой хочет тебе навредить, а деловой хочет забрать твое. Если ты не удержал, это твои проблемы. Антуан приехал на 3-й день, на гнедом мерине. Высокий, загорелый, одет чисто, просто, дорого. «Клара», — сказал он, — «я слышал, Реми на войне, ты одна. Если нужна помощь, я рядом. Помогу, как сосед». Я посмотрела на него. 40 лет, уверенный, привыкший к слабым, к женщинам, которые без мужа, к фермерам, которые без денег. «Спасибо», — сказала я. «Не нужна помощь». «Не нужна?» «Нет. Ферма работает, козы доены, сыроварня запущена. Через 2 месяца будет сыр». «Сыр? Ты, Клара, сыр? Ты, которая...» «Я», — сказала я, — «которая». «Ну что ж, если передумаешь, ты ж знаешь, где я. Предложение в силе». Он уехал. Жак сидел на заборе. «Предложение всегда в силе», — повторил он. «Знаешь, что это значит?» «Знаю. Это значит, что он будет ждать, пока я сломаюсь. А потом купит ферму за гроши». «Именно. Антуан Дюваль не злодей. Он ворон. Ворон не убивает, а ждет, пока добыча не перестанет дергаться, а потом клюет». Сильвия Маршан – жена мэра Сен-Жульена. Торговка. Не на рынке, в жизни. Она решала, кто что продает, кому и почем. Не из жадности, из власти. Власть для нее, как для меня сыр, призвание. Сильвия приехала через неделю. Услышала от кого-то. В Сен-Жульене слухи быстрее всадника. Кто-то видел дым из сыроварни, кто-то видел, как Клара дует коз, кто-то передал кому-то, кто-то передал Сильвии. Сильвия красивая. Не мягко, жестко. 35 лет, черные волосы, темные глаза. Она пахла духами и деньгами. «Клара», — сказала она, сидя за столом. «Я слышала, ты делаешь сыр?» «Да», — сказала я. «Какой?» «Козий, твердый, с лавандой и тимьяном. Выдержка 2 месяца». «Сколько?» 10 голов есть, через 2 месяца будет больше». Сильвия кивнула. «У меня есть предложение. Скоро региональная ярмарка. Через полгода. Сыр и эскарго. Если Лефевр выставят продукцию и займут какое-то место, кооператив покрывает ваши долги. Все, полностью». «А если не займут?» «Если не займут, ферма переходит к кооперативу за символическую сумму. Это не грабеж, Клара, это бизнес. Ты получаешь шанс, кооператив получает гарантию». Элоиза поджала губы, но молчала. Я посмотрела на Сильвию, потом на Элоизу. «Эскарго?» — сказала я. «Улитки?» «Да, виноградные. Это Лангедок.
На ярмарке без эскарго нельзя, как и без сыра. Я ничего не знала про улиток. Вообще ничего. 30 лет на сырном заводе и ни одной улитки. Жак из-за печи сказал еле слышно: «Не волнуйся, улитки моя территория». Я не повела головой, не посмотрела, ничего. «Хорошо», — сказала я Сильвии, — «сыр будет, эскарго будет». Сильвия улыбнулась. По-деловому. «Полгода, Клара. Я буду проверять. Раз в месяц. Если увижу, что дело не идет, контракт аннулируется». Она уехала. Элоиза повернулась ко мне. «Ты договорилась без меня, без спроса». «Да», — сказала я. «Ты не имеешь права. Я старшая, и я решаю». «Вы уже решали. 20 лет. Ферма тонет, долги растут, муж на войне, козы голодные. Вы решали, и вот результат. Теперь я решаю. 6 месяцев. А потом будете решать снова вы, если захотите». Элоиза побледнела. Не от злости, а от правды. Она встала и вышла. Дверь закрыла, не хлопнула. Закрыла тихо, что было страшнее хлопка. Вылез Жак. «Это было смело. Ты только что объявила войну Элоизе на ее территории. Перед женой мэра». «Я не объявляла войну». «Объявила. Ты объявила, что ты не Клара, не та Клара, которую она знала. Она это поняла и испугалась. Не тебя, а нового. И себя старую. Потому что если ты не Клара, то что она делала столько лет? Кого воспитывала? Зачем?» Я молчала. «Вот», — сказал Жак, — «это вопрос. Не как делать сыр, не как вырастить улиток, а зачем? Ты задала ей вопрос, которого она не задавала себе много лет. Зеркало довольно, и я тоже». Неделя прошла в тишине. Элоиза не разговаривала со мной, не критиковала, не командовала, не помогала и не мешала. Просто существовала рядом, как тень. Это было хуже, чем крик. Крик я знала, как отражать. Крик я умела, а тишину нет. Я работала. Доила, кормила, чистила, ставила сыр, сушила лаванду, копала огород. К вечеру падала без сил. Жак был рядом всегда. Разговорчивый, саркастичный, неумолкаемый. «Ты копаешь, как директор. Глубоко и ровно. Клара копала, как извинение. Мелко и криво. Разница в отношении к земле. Земля не любит, когда ее упрашивает. Копай медленнее, но глубже. Ты коз гонишь в загон, как батальон. Сюда, марш. Козы анархисты. У каждой свое мнение. Ты не гони, ты веди. Положи траву, они сами дойдут. Командовать козами все равно, что командовать дождем». А на 10-й день Элоиза пришла в сыроварню. Молча. Встала в дверях, смотрела, как я работаю. Потом взяла форму, деревянную, протерла, поставила рядом. Не сказала ни слова. И я тоже не сказала. Мы работали рядом, молча. Две женщины. Две свекрови. Одна настоящая, другая бывшая. Две властные, две уставшие, две забывшие. Как иначе? Жак сидел на полке и молчал. Впервые молчал, потому что некоторые моменты не требуют комментариев, даже от домового. Ночью я не спала. Лежала на тюфяке, тело гудело, мышцы ныли. Жак сидел на подоконнике. «Не спится», — сказал он. «Нет». «Ну, конечно. Генералы не спят перед наступлением. Хотя тут не наступление, тут окопы. Долгие, грязные, без славы, но с сыром». «Жак, расскажи мне про Элоизу. Не что она делает, а почему?» Элоиза пришла на эту ферму в 22 года невесткой. К свекрови старой мадам Лефевр, которая была такой же властной, жесткой, контролирующей. Элоиза пришла мягкая, молодая, неуверенная,
Мадам Лефевр сломала ее за 2 года. Не кулаком, словом, взглядом. Не так, не так, не так. Каждый день, каждый шаг. Элоиза сломалась и собралась, но по-другому. По образу мадам Лефевр. И она стала тем, кто ее сломала. Это классика. Жертва становится палачом. Невестка свекровью, круг замкнулся. 300 лет я смотрю на этот круг. Он не рвется никогда. Никогда? Почти. Было один раз. Невестка просто ушла, бросила мужа, детей и ушла в город. Открыла булочную, прожила долго, была счастлива. Но дети остались со свекровью, и свекровь воспитала их по-своему. И одна из дочек стала такой же. Круг не порвался, просто обошел. А ты не пытался за 300 лет остановить? Я домовой, Марта, не бог. Я храню дом, не людей, люди сами. Я могу язвить, не давать спать. Могу найти корову. Могу лечить козу. Но изменить человека не могу. Только человек может. Сам, если захочет. Или если зеркало поможет. А зеркало это ты? Нет, зеркало это зеркало. Я это я. Зеркало меняет. А я комментирую. Мы просто соседи. Оно делает, а я говорю. А кто сделал зеркало? Не знаю. Оно старше меня. Всегда было. Неважно. Важно, что оно работает. Честно и безжалостно. И с юмором. Если бы зеркало было человеком, оно было бы мной, только больше и без печки. Я улыбнулась впервые за 10 дней. «Ну вот», — сказал Жак, — «улыбаешься, хорошо. Генерал улыбается, значит, план есть». «План есть», — сказала я. «Сыр, улитки, ярмарка, долг, ферма и Элоиза». «Элоиза не в плане, а в процессе. План — это ты, а процесс — это вы вместе. Разница между «я сделаю» и «мы сделаем». Ты никогда не говорила «мы», только «я». Я знаю, я решу, я права, а зеркало хочет «мы». Я говорила «мы» на заводе. На заводе да, а дома нет. Дома я. Дом — это жизнь. Зеркало про жизнь, а не про работу. Жак, М, спасибо. За что? За язвительность. За то, что не даешь мне снова стать свекровью. Не благодари. Это моя работа. 300 лет язвить. Если бы мне платили, я был бы богат. Но домовые не получают зарплату. Мы получаем печку и собеседника. Ты хороший собеседник. Лучший за век. Потому что ты отвечаешь. Это редкость. Это то, зачем зеркало тебя прислало. Спи, Марта. Завтра козы, Элоиза, и сыр, и улитки. Спи. Генералы тоже спят. Иногда. Я закрыла глаза. За печью было тихо. Только тлели угли, и был запах дыма, лаванды и чего-то еще. Чего я не знала. Того, чего не было ни в 21 веке, ни на заводе. Дома. Через 2 недели Антуан Дюваль сделал ход. Он перекрыл воду. Общий источник был на границе участков. Договор старый, еще от дедов, на словах. Лефевры и Дювали пользуются вместе. Антуан поставил запруду, воду пустил на свой участок, на свой виноградник, к своим козам. Лефевры остались ни с чем. Элоиза была в ярости. «Я знала!» Она металась по кухне, стучала кулаком по столу. «Я говорила, он вор. Антуан всегда был вором. И отец его, и дед. Род воровской». Она хотела идти, ругаться, драться. Сейчас, немедленно, к Антуану. «Постойте», — сказала я. «Стой!» — Элоиза затрясла меня за плечи. «Ты мне говоришь «стой»? Он воду забрал!» «Стойте!» — повторила я. «Криком делу не поможешь. Он ждет, что мы будем кричать, ругаться. Скажет, нет договора, источник на моей земле. Мы не докажем. Будет суд, долго. А козы без воды
Столько времени не протянут. И что ты предлагаешь? Второй источник, сказала я. И тихо себе под нос. Жак, второй есть источник? Из-за печи раздался шепот. Есть, на северном склоне, старый, засыпан. Старая графиня пользовалась, когда Дювали первый раз пытались закрыть. Лет 30 назад. Я покажу. Покажи. Элоиза смотрела на меня и не понимала. Она слышала, как я говорю с печкой, но не спрашивала. Крестьяне XIX века верят в домовых, но не говорят с ними вслух. Не при свекрови. Я вышла, Жак показал. Северный склон, камни, осыпь. Под камнями родник, старый, засыпан, но живой. Вода шла тонкой струйкой, прохладная и чистая. Мы с Элоизой расчищали 3 дня. Но родник открылся. Вода пошла по каменному желобу к ферме. Антон увидел с холма, понял, что его ход не сработал. Жак сидел на заборе и болтал ногами. Ворон удивлен. Ворон не привык к добыче, которая роет колодцы. Это не по его сценарию. Элоиза вечером сидела у печки и молчала, а потом спросила. Откуда ты знала? Что? Про второй источник. Бабушка рассказывала. Ваша свекровь. Я вспомнила. Бабушка умерла 5 лет назад. Она тебе ничего не рассказывала. Она во сне пришла и рассказывала. Бабушки приходят во сне только к тем, кого они любили. Бабушка тебя не любила, сказала Элоиза. Это было больно. Не потому, что правда, а потому, что Элоиза в это верила, что любовь нужно заслужить. Жак за печью сказал тихо. Она не права, Марта. Бабушка любила Клару, просто не умела это показать. Как ты не умела любить Агнию. Не потому, что не хотела, потому, что не умела. Любовь — это не чувство, это навык. Ему учатся, как делать сыр. Через месяц Сильвия приехала с проверкой. Сыр был, 10 голов козьего твердого с лавандой. Сильвия попробовала, помолчала. «Неплохо», — сказала она. «Эскарго?» — спросила Сильвия. «В работе», — сказала я. «В работе?» — подняла бровь Сильвия. «Клара, до ярмарки 5 месяцев. Улитки растут медленно, если ты не начала». «Я начала», — сказала я. Сильвия уехала. Я повернулась к печке. «Жак». «Улитки. Рассказывай все сначала и без сарказма». «Без сарказма про улиток, это как без соли про море. Но я попробую 3 минуты. Потом сарказм вернется, я его не удержу». Жак вылез, сел на стол. Впервые на стол, а не на полку. Это значило, что он серьезен. «Улитки — это моя территория. Ты знаешь сыр, я знаю улиток. Разводил их с 18 века. За печью у меня ферма. Виноградные улитки. Лучшие на юге. Старая госпожа Лефевр знала. Она их покупала у меня. Не знала, что у меня покупает. Думала, сами растут. 2 века никто не знал. Теперь ты знаешь». «Жак, давай без сарказма». «Это история. Сарказм будет через минуту. Готовься». Он слез со стола и повел меня за печку. За печкой было пространство, небольшое, но достаточное, темное, теплое, влажное. И полно улиток. Сотни. На стенах, на полках, на глиняных горшках. Виноградные улитки, крупные, коричневые, с полосатыми раковинами. Медленные, спокойные. «Улитки, — сказал Жак, — учат главному. Медлительность не слабость, а стратегия». Я смотрела на улиток. Они ползли медленно, страшно медленно. Без надо быстрее, без тревоги, просто ползли. «Они должны идти быстрее», — сказала я. «Марта, это улитки. Единственное, что они делают быстро, это умирают от стресса. Ты на них не кричи. Они от крика впадают в спячку. Учись у улиток. Медленно, терпеливо, без крика. Положи лист и жди. Улитка сама придет, как козы.
Как Элоиза, как Агния, все. Я стояла перед улитками. 60 лет прожила и впервые смотрела на улитку, как на учителя. Маленького, медленного, молчаливого учителя, который знал что-то, чего я не знала. Спешить не значит двигаться. Командовать не значит вести. Кричать не значит быть услышанной. Улитка знала это. Я нет. «Ладно», — сказала я, — «будем учиться». Следующие 3 недели Жак учил меня разводить улиток. Это было мучительно. Не потому что сложно, потому что медленно. Улитки едят медленно, растут медленно, размножаются. Вы не поверите, медленно. И самое страшное, это нельзя ускорить. Я, Марта, привыкшая к темпу завода, где конвейер не останавливается, где план — это закон, где каждый час на счету, столкнулась с существом, для которого час — это ничего. «Жак, а они вообще двигаются?» — сказала я на 3-й день. «Двигаются. Вчера одна прошла 3 сантиметра. Я бы дал ей медаль, если бы нашел». 3 сантиметра? За сутки. Она сейчас на полпути к листу капусты, который ты положила вчера. Будет там примерно к четвергу. Не торопи, она и так стрессует. От чего? От тебя. Ты стоишь и смотришь. Улитки не любят, когда на них смотрят. Они думают, что их хотят съесть. И это обоснованный страх. Но ты не собираешься их есть. Пока. Пока? Шучу. Сыр – твой продукт. Улитки – продукт ярмарки. Не стой над ними, отойди. Займись сыром, козами, чем угодно, а улитки сами, я присмотрю. Я отошла и занялась сыром. Это моя территория, здесь я командую. Здесь я знаю, здесь я директор. Через неделю я научилась кормить улиток правильно. Не бросать лист, а класть. Не торопить, а ждать. Улитка найдет сама, когда будет готова. Жак сидел и наблюдал. Прогресс. Ты уже не кричишь на улиток. Это большой шаг. Теперь следующий шаг. Не кричи на Элоизу. Я не кричу на Элоизу. Ты не кричишь, но командуешь молча, взглядом. Элоиза не улитка. Она чувствует. Она читает людей, как ты читаешь сыр. По звуку, по запаху. И что она читает во мне? Что ты не Клара. Что в теле Клары кто-то другой. Кто-то, кто знает, что делает. Она не понимает, кто, но уважает. Потому что есть результат. Сыр, вода, козы. Она видит результат и молчит. Потому что если начнет спрашивать, ответ будет невозможным. Вашу невестку поменяли местами со свекровью с 21 века. Она в это не поверит. Она верит в домовых, но не в зеркала. А в домовых верит? Верит, но не говорит со мной. 20 лет живет, знает, что я есть, но не говорит. Потому что боялась. Старая свекровь Элоизы говорила, а Элоиза нет. Она боится всего, что не может контролировать. А Клара? Клара не знала и не видела. Она была слишком занята тем, чтобы выжить, чтобы видеть. А ты видишь, разница. Я думала об этом ночью, лежала на тюфяке и смотрела в потолок. Жак, а Элоиза правда не говорит с тобой никогда? Никогда. Я для нее так, сквозняк или тень в углу. Она знает, но делает вид. Потому что если признает, значит, дом не только ее. Значит, есть кто-то еще. Кто был до, кто будет после. А Элоиза хочет быть единственной хозяйкой, как ты. Я не хочу быть единственной. Хочешь. Поэтому и оказалась здесь. Зеркало не наказывает, а показывает. Ты увидела. Вопрос, что делаешь? Я работаю. Работаешь, да, но для кого? Для фермы? Нет, для себя. Пока для себя. Ты спасаешь ферму, потому что ты не умеешь не спасать. Ты командир. Командир спасает. Но командир не спрашивает. Не слушает, он впереди, а нужно быть рядом. Это урок.
Ни сыр, ни улитки, ни долги, а урок быть рядом. Ты готова? Не знаю. Это честно. Честность уже что-то. Элоиза нечестна с собой, Клара нечестна с миром. А ты нечестна с собой и с миром, но пытаешься. Вот в чем разница. Реми вернулся через 2 месяца. Не написал, не предупредил, просто явился верхом. В военном сюртуке, потертом, с пятнами, худой, злой, со шрамом на щеке. «Клара!» — крикнул со двора. «Я дома!» Я стояла у сыроварни. Руки в сыворотке, фартук мокрый, смотрела на него. Реми Лефевр. Муж Клары. Красивый был. Сейчас измотанный, голодный, с глазами человека, который видел смерть. И не впечатлился. Не потому, что храбрый, потому что равнодушный. Реми был равнодушен ко всему, к войне, к смерти, к жене. Равнодушие его основная черта. «Клара!» Он слез с лошади, обнял, а я стояла. Чужие руки, чужие губы, чужой запах. Я скучал. Жак из-за печки сказал еле слышно. Врет. Реми Лефевр не умеет скучать. Он ест, а сейчас он голоден. Ферма его тарелка. «Отойди», — шепнула я. Что? Реми отстранился. «Я говорю, отойди, дай мне закончить». А что ты делаешь? «Сыр». Сыр? Ты сыр? «Да, я сыр. 10 голов, через 2 месяца 20. Козы подоены, огород посажен, сыроварня работает, долги в работе. Есть будешь через час, каша на плите». Реми стоял, моргал, открывал рот. Элоиза вышла из дома, увидела Реми, побледнела, потом покраснела. «Реми», — сказала она. «Мама», — сказал Реми. Они стояли рядом, мать и сын. «Много лет не виделись?» «Нет, всего 2 года. Но 2 года на войне — это 20». Элоиза смотрела на шрам на щеке. «Ранен», — сказала она. «Ерунда», — сказал Реми. «Царапина». «Я дома, мама. Не начинай». Элоиза не начала, взяла его за руку, повела в дом, молча, как маленького. Жак сидел на заборе. «Ну вот. Сын вернулся, сейчас начнется». «Что начнется?» Реми увидит, что ферма работает, поймет, что это деньги, захочет командовать, потому что он муж, мужчина, он решает. А ты кто, жена? Жена не решает, а слушает. По крайней мере, так считает Реми. «А Элоиза?» А Элоиза между сыном и невесткой. Это ад для нее. Выбирай, или сын, или дело. Она выберет сына, она всегда его выбирает. Но впервые сомневается, это уже что-то. Реми ел. Много, жадно. Кашу, хлеб, сыр. Свой, козий, с лавандой. Жевал, не комментируя, не хваля, просто ел. «Хороший сыр», — сказал он наконец. «Спасибо». «Кто делал?» «Я». «Ты?» «Я». «Мама, это правда?» — спросил Реми. Элоиза помолчала, потом сказала «правда». Одно слово, без комментариев. Без «но», без «я бы сделала иначе», просто правда. От Элоизы это было как медаль, как признание. Жак под столом прошептал. Она сказала правда. Элоиза подтвердила, что Клара делает сыр, без оговорок. Это исторический момент. Марта, 2 за месяц. Я не переживу. Слишком много историй для одного домового. Вечером Реми сидел во дворе, курил. «Клара», — сказал он, — «ферма в порядке. Я думал, хуже будет». «Спасибо». «Но теперь я дома, и я решаю». «Ты? «Я муж, да». Ты муж, который ушел на войну 2 года назад и оставил жену с долгами, свекровью и 12 козами. Теперь вернулся и решаешь?» «Именно». «Нет, не именно. Ты не решаешь. И не решал. Я решала, я поднимала, я доила, я ставила сыр, я договаривалась, я откапывала родник, я сажала огород. А ты воевал, спасибо. А теперь помогай, но не решай. Решения уже приняты, а работы много. Хочешь — работай, не хочешь — нет, но не мешай».
Реми стоял, краснел, открывал рот, закрывал. Элоиза стояла в дверях, все слышала и молчала. Потом сказала: она права. Два слова, почти шепотом. Но Реми услышал: «Мама!» Она права, Реми. Она подняла ферму. Я не смогла, она смогла. Не мешай. Реми побледнел, потом покраснел, потом ушел в сарай, хлопнул дверью. Жак сидел на заборе. Элоиза вступилась за невестку против сына. Марта, ты понимаешь, что это значит? Что? Это значит, зеркало работает. Не с тобой, с ней. Элоиза меняется. Не потому, что ты ее воспитала, а потому, что ты показала. Работай молча, без команд, просто делала. И она увидела. Я 300 лет ждал этого. Невестка делает, свекровь видит, без крика, без войны. Просто рядом. Ремей не успокоился. Он думал 3 дня, молчал, ел, думал, а на 4-й день уехал в город к адвокату. Вернулся с бумагой. «Вот», — сказал он, положив лист на стол. «Иск. Я требую раздел имущества. Ферма моя по наследству от моей бабушки. Клара жена, жена не наследник, я наследник. Ферма моя, сыр мой, козы мои. Долги наши, общие, но ферма моя». Я смотрел на лист, на Реми, на Элоизу. Элоиза сидела молча. Жак за печкой сказал: «Он не шутит. Адвокат настоящий, иск настоящий. Реми ленивый, но не глупый. Он понял, ферма стоит денег. Сыр стоит денег, он хочет все. И закон на его стороне. В 19 веке муж решает, что будешь делать». Я думала долго. Сначала злость, потом ясность. «Жак», — сказала я, — «есть закон. Если жена вела хозяйство в отсутствие мужа и показала доход, муж не может единолично распоряжаться имуществом. Это было в Наполеоновском кодексе?» «Было. Кстати, я не помню номер, но было, если докажешь». «А как доказать?» «Свидетели, соседи, Сильвия. Все, кто видел, что ты работала. Что ты доила, ставила сыр, открыла родник. Если они подтвердят, суд встанет на твою сторону». «А документы какие-нибудь есть? Нотариус?» Нотариус есть старый и жадный. Он честный, он записывал. «Можешь найти записи?» Уже нашел под камнем, за печкой. Старая графиня спрятала на всякий случай. Бумаги, все, документ на ферму с печатью и письмо. От нее тебе, Кларе. Но Клара не читала, не нашла, а ты найдешь. «Принеси». Жак принес из-за печки, из глубины, куда бы не дотянулась человеческая рука, пакет, завернутый в промасленную ткань, а внутри бумаги старые, желтые, документ на ферму, записи нотариуса и письмо. Письмо от старой графини Кларе. «Моя дорогая Клара, если ты читаешь, значит, меня нет. Ферма твоя, не Реми. Я оформила у нотариуса. Он знает, Реми нет. Он думает, что ферма его, но это не так. Я оставила это тебе, потому что ты Лефевр. По сердцу, не по крови. А Реми нет, в Реми гость. Всегда был гостем. Не говори ему, пока не придет время. Время придет, я знаю. Бабушки всегда знают. Люблю тебя, бабушка». Я читала, и руки мои дрожали. Не мои руки, Кларины, но дрожали от моего самочувствия, от того, что бабушка написала, от того, что Клара не нашла и не знала. Жак долго молчал, потом сказал: Бабушка знала. Про Реми, про ферму, про все. Она оставила все ей, потому что Клара Лефевр по сердцу. Ты тоже Лефевр по сердцу. Я сложила бумаги аккуратно, в ткань, в пакет. «Реми», — сказала я, — «возьми, прочитай». Реми читал, лицо менялось. «Это подделка», — сказал он. «Нет. Вот печать нотариуса, он подтвердит». «Бабушка не могла». «Могла и сделала. Ферма моя по закону. Долги наши. Платим вместе.
Ферма моя, управляю я. Помогать или нет, твое дело. Реми скомкал свой лист, иск, и бросил на пол. Я найду другого адвоката. Найди, сказала я. Но ферма моя, а суд это суд. Бабушка все оформила, нотариус подтвердит, и судья решит не в твою пользу. Реми ушел опять в сарай, опять хлопнула дверь. Элоиза сидела и долго молчала, а потом сказала: «Бабушка оставила тебе?» «Да». «Не Реми?» «Нет». «Почему?» «Потому что я Лефевр по сердцу». Элоиза молчала, потом встала, подошла, руку положила на плечо. Не мое, Кларина. Но я почувствовала. «Я не знала», — сказала она. «Бабушка мне не сказала». «Бабушка знала, что вы будете защищать сына. Поэтому и не сказала». «Она была умная», — сказала Элоиза. «Моя свекровь». «Да», — сказала я, — «была». Ночью я не спала. Лежала на тюфяке, тело гудело, голова гудела, сердце гудело. Жак сидел на подоконнике. «Жак, расскажи про Агнию». «Твою невестку?» «Да. Она же там, в 21 веке. Что она делает?» «Я не вижу», — сказал он. «Но зеркало, чувствую, оно щелкает иногда. Когда обе стороны делают шаг. Ты делаешь, она тоже». «А что она делает?» «Не знаю, но чувствую направление. Она решает впервые, без тебя. Без как правильно, без я знаю, она решает. Может, не идеально, с ошибками, но решает. Это ее урок. Ты училась слушать, она учится решать». «А если она не справится?» «Тогда ты останешься Кларой навсегда. И знаешь, что забавно? Может, это к лучшему? Ты лучше умеешь начинать с нуля. Она лучше умеет быть тихой. Вы обе не на своем месте. Может, зеркало просто это заметило?» «Это не смешно». «Нет, не смешно». «А я говорю смешно, когда не знаю, что сказать. Это мой недостаток. 300 лет и не научился молчать вовремя». «Ты умеешь иногда. Сегодня смог с Элоизой, когда она положила руку мне на плечо». «Умею иногда, когда понимаю, что слова лишние. Это редко, но бывает». «Жак, я была такой, как Элоиза, с Агнией. 6 лет. Каждый шаг, каждый раз не так, я знаю. Я думала, что помогаю, что учу, что направляю. А на самом деле я ломала. Как мадам Лефевр ломала Элоизу, как Элоиза ломала Клару. Круг замкнутый». «Круг рвется», — сказал Жак. «Сейчас ты рвешь. Не криком, работай молча. Ты рвешь. Медленно, как улитка, но круг рвется». Через 5 месяцев я стояла на ярмарке в Монпелье. Региональный конкурс. Сыр, эскарго, вино, масло, мед, печенье, варенье. 200 экспонентов, 1000 посетителей. Шум, запахи, голоса, смех, сделки. Я стояла за столом Лефевров. На столе 3 продукта. Козий сыр с лавандой и тимьяном. 20 голов. Каждую я проверила лично. Эскарго по-лангедокски в травяном масле с фенхелем, чесноком и петрушкой. Улитки выросли, крупные, жирные, с чистыми раковинами. Я готовила их по рецепту, который Жак продиктовал, сидя на полке и болтая ногами. И третье. Мягкий козий сыр с инжиром. Идея Жака. Он принес ее как одну из бабушкиных устраченных рецептур. Я не поверила. Жак обиделся, а потом принес рецепт. Настоящий, судя по бумаге и почерку. Бабушка писала крупно с завитушками и все время ставила кляксы. Рецепт был простой. Мягкий козий сыр, инжир, немного меда, немного соли. Я сделала. Получилось так, что я попробовала и застыла.
Жак сидел на полке и молчал. Он молчал, когда было хорошо. Молчание Жака значило больше, чем его болтовня. Реми стоял рядом. Не помогал, стоял, с руками в карманах. Элоиза стояла с другой стороны, прямая, как палка. Серые волосы собраны в тугой узел. Она приехала со мной. Не потому, что хотела, потому что не могла не приехать. Ферма была ее 40 лет. Сыр был ее. Эскарго был бабушкин. Ярмарка была как война. А Элоиза не пропускала войну. Жак сидел в корзине. В корзине с сыром под тряпкой. Я не знала, как он туда забрался, он всегда пробирался. «Марта, ты бледная!» «Я не бледная». «Бледная. Я вижу даже сквозь тряпку. Это, между прочим, навык, которому я учился 100 лет. Не зря». «Я не бледная, я сосредоточенная». «Это одно и то же. Генерал перед боем всегда бледный, потому что знает, если проиграет, пострадают солдаты. А у тебя солдаты — это Элоиза, Реми, я, козы и улитки. Не самый могучий полк в истории». Я хотела ответить, но не успела. Подошли судьи, трое. Мужчина в очках, женщина с блокнотом и старик с моноклем. «Лефевры?» — спросил мужчина в очках. «Да», — сказала я. «Что выставляете?» «Козий сыр с лавандой, мягкий козий сыр с инжиром и эскарго по-лангедокски». 3 позиции? «Да». «У большинства одна, иногда 2. 3 — это амбициозно». «Я знаю». Он поднял бровь, записал, взял сыр. Тишина. Жевали долго, медленно, ничего не говорили. Жак из корзины прошептал. «Марта, ты делала сыр для всего завода. Почему тебя трясет от 3 судей с вилками?» «Потому что тогда я была Мартой, а сейчас я Клара. И если я проиграю, это не я проиграю. Это она. Она и так проиграла достаточно. И Элоиза, и ферма, и все». Жак помолчал, потом тихо сказал. «За 300 лет ты первая, кто сказал такое. Обычно люди боятся проиграть из-за себя, а ты боишься проиграть за других. Это значит, зеркало не зря старалось». Судьи взяли эскарго, пробовали, жевали, молчали. Старик с моноклем закрыл глаза, открыл, записал что-то в блокнот. Потом мягкий сыр с инжиром. Женщина с блокнотом попробовала, посмотрела на меня. «Кто это делал?» «Я». «Рецепт ваш?» «Бабушкин». «Как ее звали?» «Мадам Лефевр». Женщина кивнула, записала, ушла к следующему столу. Я стояла и дрожала. Жак в корзине сказал. «Ну, пока порядок. Плохой сыр они выплевывают. Тут не выплюнули, значит, минимум терпимо. Может, даже лучше. Посмотрим». Мы ждали 3 часа. Я ходила по ярмарке, смотрела на чужие столы, на чужой сыр, на чужих людей. Все такие уверенные, знающие. А я стояла в чужом теле, в чужом веке, с чужой свекровью и домовым в корзине. И ничего не могла сделать, только ждать. Элоиза нашла булочную, купила хлеб и принесла мне. «Ешь», — сказала она. «Не хочу». «Ешь. Генералы тоже едят перед боем». Я ела. Хлеб был теплый, хрустящий. Элоиза стояла рядом и молчала. Не командовала, не критиковала. Просто стояла. Победителей объявили после полудня. На помосте в центре площади толстый, красной лентой через плечо, громкий голос читает список. 3 место — эскарго. Фирма Лефевр. Клара Лефевр. Эскарго с фенхелем. Отмечено. Классическая рецептура, чистый вкус, рекомендация. Увеличить партию для коммерческой поставки. 3 место. Жак в корзине сказал. 3 на первой ярмарке. С улитками. 3 — это хорошо, Марта. Не обесценивай. Я не обесценивала, я дрожала. 2 место — мягкий сыр. Ферма Лефевр.
Мягкий козий сыр с инжиром. Отмечено редкое сочетание, сбалансированный вкус. Рекомендация рассмотреть как самостоятельный продукт для рынка. Второе место. Элоиза рядом сказала тихо. Бабушкин рецепт. Да. Первое место. Твердый сыр ферма Лефевр. Козий сыр с лавандой и тимьяном. Отмечено. Безупречная текстура. Рекомендация: продукт готов для регионального и национального рынка. Высший балл по вкусовой шкале. Безупречно. Первое. Я стояла, смотрела на помост. Мэр говорил что-то еще, люди хлопали. Сильвия стояла в толпе и улыбалась. Реми вышел из-за угла. Рот открыт, сигарета брошена. Элоиза стояла прямая, неподвижная. Потом тихо сказала так, что я едва услышала. Нормально. Одно слово. Это был ее Оскар, ее медаль. Но на этот раз в слове не было привычного холодка. Просто нормально, с блеском в глазах. Тем, чего я не слышала от нее за все эти месяцы. С гордостью. Мне вручили грамоту. Бумажную, с печатью, с подписью мэра. Долги покрыты, кооператив подтвердил контракт, ферма остается у Лефевров. Ночью после ярмарки мы вернулись на ферму. Реми ушел в сарай, молча, без слов. Он понял. Не сразу, но понял. Ферма не его, сыр не его. Он гость. Бабушка знала, Элоиза знала, теперь и он знает. Может, он уйдет, может, останется, может, научится работать, может, нет. Это его дорога. Я не командую, не воспитываю. Я просто работаю, а он видел. Элоиза легла спать рано, молча, без ужина. Я слышала, как она ворочалась, потом затихла. Я сидела у печки, огонь догорал. Жак сидел рядом, маленький, лохматый, молчал. Редко он молчал, но сейчас молчал, потому что знал, что я хочу сказать. Жак, долг закрыт, ферма работает, зеркало скоро щелкнет. Скоро, чувствую. Оно нагревается, значит, готовится. Я готова. Ты уверена? Нет, но готова. Марта, прежде чем ты уйдешь, я хочу сказать. Что? Ты не была здесь в удовольствии, ты была здесь в работе. Ты не отдохнула, не сидела на солнце с бокалом вина. Ты работала с утра до ночи. Как на заводе. Одна, с козами, улитками, свекровью и домовым. Это тяжело, но ты справилась. Ты умеешь справляться, не умеешь жить. Это следующий урок, но уже не здесь, а там, дома, с Агнией, с сыном, с собой. Ты... Я не знала, что сказать впервые за 5 месяцев. Впервые Жак сказал что-то, на что у меня не было ответа. Не благодари, просто послушай. Ты научилась слушать. Слушай и там, каждый день. Каждый раз, когда захочешь сказать не так, вместо этого спроси, как ты хочешь. Это все, весь урок. Всего другие 2 слова вместо 2. Как хочешь вместо «не так». Это просто. Нет, это самое сложное. 300 лет я смотрю, как люди не могут это сделать. 2 слова. Самое сложное. Жак. А Клара, что с ней будет? Она вернется в свое тело. Без долгов. Ферма стоит, сыр есть. Реми знает свое место. Элоиза знает, что Клара может. Все осталось. Клара вернется и получит ферму, которая работает. Живую ферму. Не руины. А она справится? Не знаю. Она мягкая. Но теперь у нее есть кое-что, чего не было раньше. Что? Элоиза. Она теперь на ее стороне. Не над ней, а рядом. Ты это сделала. Делом, молча.
Элоиза увидела и не забудет. Клара вернется, Элоиза будет рядом. Это меняет все. А ты? А я останусь. Я всегда остаюсь. 300 лет. Я видел революции, эпидемии, 2 пожара. Одну женщину, которая научилась спрашивать вместо приказывать, и еще одну, которая научилась говорить нормально, без яда. Это редкость, я это запомню. Жак, а если я вернусь и снова начну воспитывать невестку за утренний кофе? Клянусь, я найду зеркало и сам тебя отправлю сюда навсегда. Я засмеялась. Жак засмеялся тоже. Домовой смеялся. Маленький, лохматый, сидел на полене у догорающей печки и смеялся. Это был звук, которого я не слышала никогда, как треск сухих веток, как шепот тлеющих углей. Старый звук, древний, теплый. Потом зеркало щелкнуло. Воздух дрогнул, печь вспыхнула и погасла. Пол качнулся, и я провалилась. Очнулась на своем полу. Паркет знакомый, холодный, но родной. Зеркальный шкаф в коридоре, трещина на зеркале, осколок на полу, тот самый. Я лежала в своем теле, со своими руками, в 60 лет. Запах, кофе, неправильный, слишком жидкий. Я встала и пошла на кухню. Агния стояла у плиты. Мой проект — моя вина. Она увидела меня, застыла, с чашкой в руке. Она ждала критики. Не так, слишком жидкий, не та чашка. Она ждала, потому что 6 лет каждое утро начинала с этого. Я смотрела на нее долго, молча. Она стояла и ждала. Я вспомнила Элоизу, как она стояла в дверях сыроварни, как смотрела, как молчала, а потом взяла форму, протерла и поставила рядом. Молча, рядом. Я вспомнила Клару, молодую, забитую, с чужими долгами, как она извинялась перед всеми, как боялась. Я вспомнила Жака. 2 слова вместо 2. Как хочешь вместо не так. «Агния», — сказала я. «Да». «Какой ты хочешь кофе?» Тишина. Агния смотрела и не верила. «Какой?» — переспросила она. «Какой ты хочешь?» — я спрашиваю. Тишина. Агния не привыкла, что ее спрашивают. Не привыкла, что ее мнение важно. Не привыкла, что она человек, а не проект. «Растворимый», — сказала она тихо, — «с молоком». Внутренний голос мой, Мартин. «Боже мой, растворимый, с молоком, это не кофе, это позор, это...» «Хорошо», — сказала я вслух, — «я сделаю». Агния стояла и моргала. «Марта», — спросила она, — «ты в порядке?» «Да», — сказала я, — «в порядке». «Ты никогда не спрашивала». «Знаю, поэтому сейчас спрашиваю». Я налила воду, поставила кипятить, достала растворимый кофе, молоко, налила и подала. Агния взяла, пила молча. Я сидела рядом, не командовала, не критиковала, просто сидела рядом. В кухню вошел сын, увидел меня, Агнию, и застыл. Он привык к утреннему скандалу, к крику «не так», а тут тишина, и мама подает кофе, растворимый с молоком. «Что случилось?» — спросил он. «Ничего», — сказала я, — «завтрак». Сын сел, Агния пила, я сидела. Тишина. Не тяжелая, не холодная, теплая, как угли в печи, как Жак на полене, как Элоизина нормально. Сын взял хлеб, намазал маслом, ел молча. Все молчали. И впервые за 6 лет тишина была не паузой между криками, а просто тишиной. Утром, на кухне, с кофе, хоть и растворимым.
А где-то в Лангедоке в XIX веке за печкой старой фермы домовой чихнул и сказал никому: «Ну, слава богу, а ты уже начал беспокоиться». А потом тише: 300 лет, а все-таки дождался. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!